Всем привет! Доброе утро! Воскресенье. Стою на 45-ке. Причем интересно, так встал. Последняя погрузка у меня была, выгрузка и погрузка были сумасшедшие. Так скажем. Времени было в обрез. Выгрузился сначала в Дании. Потом надо было мчаться быстренько на погрузку тоже в Дании, в Одензе. Но успел, загрузился. Мне там нравится там грузиться, нормальная контора. Вот, и помчался назад на выгрузку в Голландию. Конечно, не доехал, еще дофига ехать, мне больше 200 километров. Но в пятницу я встал вечера там в одном хорошем местечке, куча магазинов. Как бы все в порядке, отстоял. Думал, с утра еще проеду в субботу. Заеду за Гамбург и стану на 45-ку. По-быстренькому. Но. Доехал до Гамбурга и понял, что 7-я дорожка у нас закрыта. Там ремонт в туннеле. И я как поехал там объездами. Но я не один такой, как оказалось. А главное, я еще видел съезд на 205-ю, чтобы уйти потом на 21-ю. Но как-то не обратил внимания. Можно было там, если бы я знал, что туннель. Но информация появилась только в понедельник, как мне Андрей потом сказал. Он забыл мне сообщить. Ну, я и как лошара, грубо говоря, попер вперед. И попал. Заехал, фиг его знает, еле потом задом выехал. Не то, что выехал задом еле, нормально выехал. Но просто там пришлось между машин так выезжать на перекресток, где идет трафик, движение. Ну, все в порядке. Выехал, пришлось уйти на первую дорогу, через весь Гамбург прошел, и тогда уже пошел сюда, на Бремен. Потерял, достаточно много времени, и в итоге я встал не так, как планировал, где-то часов в 10, чтобы начать, там, в 7 утра, понедельник, а встал аж в начале 12-го. То есть могу начать я только после 8. 11 минус 3, получается 8:15. Вот. Стою, отдыхаю. Здесь такое интересное, бывает интернет, бывает пропадает. Ну, главное, один телефон мой ловит, другой не ловит, наоборот. Ну ладно, суть разговора не в этом. Я наконец-то собрался мыслями поговорить о 24-ках, о 2 24-ках подряд. Мне подписчик недавно прислал видео с Ютуба, где ребята штрафовали. И я почитал там комментарии. Ну, за то, что они типа не компенсировали 2 24-ки. Почитал комментарии, ребята, это пипец. Водители не виноваты, виновата фирма. Забудь и выброси. Да, если тебе оплачивают, все в порядке. Ну, что могу сказать? Любое нарушение РТО, это вина водителя. Тебе может фирма там просить, уговаривать, угрожать. Но в любом случае решение принимать вам. Вам, нам, мне, тебе. Потому что одно дело проверка, другое дело, не дай бог, несчастный случай. Ну ладно. Это все прелюдия, я об этом всегда говорил, что любое нарушение на совести водителя. Да, фирма оплатит, но оплатит что? Простой штраф, но если не дай бог что-то, никакая фирма нам ничего не оплатит. Поспрашивал своих коллег, написал в контору, которая рассказывает об РТО и учит людей правильно понимать режим труда и отдыха. И пришел к выводу, что мои коллеги, очень много моих коллег даже не понимают, что такое 2 24-ки подряд, когда их можно делать, когда их нельзя делать, что нужно для того, чтобы это все было корректно, правильно, без нарушений. И вот я по этому поводу хочу немного рассказать, может кому-то напомнить, может кому-то подсказать, может кто-то не знал, теперь будет знать про 2 24-ки. Напомню, что по дополнению последнего пакета мобильности, если раньше было запрещено делать 2 24-ки подряд,
то теперь разрешено, но при некоторых условиях. Напомню, что такое 24 в нашем понимании. Еженедельная нормальная пауза должна составлять не менее 45 часов. То есть не менее 45 часов 00 минут. Любая пауза менее 45 часов, но более 24 часов называется 24, то есть сокращенной еженедельной рабочей паузой. Это значит от 24 часов до 44 часов 59 минут. Я думаю, что это понятно. Но теперь расскажу, что это такое и какие условия нужно, чтобы была возможность сделать 2 24 подряд. Так называемое основное условие — это то, что разрешено делать 2 24 подряд водителям, занимающимся международными перевозками и работающие за пределами страны регистрации автомобиля. Из этого выходит, что обе сокращенные еженедельные паузы разрешены только в том случае, если автомобиль находится за пределами страны регистрации, то есть в другой стране. Оба сокращенных еженедельных отдыхов начинается за пределами страны проживания водителя, страны регистрации автомобиля и страны регистрации компании, в которой работает данный водитель. В течение 4 следующих друг за другом недель, то есть последовательно, не менее 2 недель должны быть с нормальным еженедельным отдыхом, то есть 45 часов. Поясню, значит, должно быть 24, 24, 45, 45. Но перед первой 24 должна быть тоже 45-ка. Поэтому что получилось? 45, 24, 24, 45. И следующая неделя после вот этой 45-ки должна опять быть 45-ка, не 24-ка. Потому что если будет 24-ка, получится 24, 24, 45, 45, 24. Это нарушение. После 2 сокращенных еженедельных пауз 24-ок, следующую 45-ку, нормальную еженедельную паузу, водитель должен провести не на автобане, не за границей, а именно в стране проживания, в стране регистрации компании, либо на базе фирмы. Единственным отступлением от этого последнего условия, что водитель должен провести на базе, там, в стране регистрации, водитель уезжает в отпуск. Тогда, естественно, он не должен, не обязан проводить время на базе, да? Ну, с этим как бы все понятно. Вот некоторые непонятки получается от того, что нужно и как правильно компенсировать. Когда должна начаться компенсация, когда должна начаться 45-ка, следующая после 2 сокращенных еженедельных периодов отдыха. Вот это я хочу и рассказать. Если вы взяли 2 24 подряд, неважно, 24 часа, там 40 часов оставили, ну 2 24 сокращенных еженедельных пауз, нужно понимать, что следующая пауза, 45-ка, должна начаться не позднее 144 часов после начала 3-й недели. Ну, скажем, 24-ка это 1-я неделя, 24-ка 2-я неделя, и потом должна делать 45-ка 3-я неделя. Не позднее 144 часов. Почему 144 часов? Могу напомнить, рабочая неделя должна состоять из 6 рабочих дней, 6 на 24 получается 144. То есть после начала работы
через 144 часа вы должны встать на 45-ку. Но не забываем, в своей стране, либо на базе фирмы, не на автобане, не на паркинге, не где-то в промке, а именно в своей стране. И самое главное, касается компенсации. Компенсация должна быть завершена до начала этой 45-ки. И также в эту компенсацию включается еще ежедневный отдых, который возможен. Либо 9, либо 11 часов. То есть сначала должно быть, вот вы начали работать, и вам нужно делать компенсацию. Остановились, сделали 9, либо 11 часов, что у вас возможно, да, по работе. Дальше компенсация за первую неделю, компенсация за вторую неделю, и только после этого начинается 45-ка. Это все должно быть одним единым куском. Скажем, 9 либо 11, первая компенсация, вторая компенсация, 45-ка. И эта 45-ка должна начаться не позднее 144 часов. Давайте рассмотрим пример. Вы сделали 45-ку, потом 24-ку, потом еще раз 24-ку. Первую 24-ку вы отстояли не 45 часов, скажем, ну, чтобы легче считать было, скажем, 40 часов. Вторую, там, 30 часов. Значит, по первой у вас компенсация 5 часов, по второй у вас компенсация 15 часов. В сумме получается 20 часов. Значит, вы должны закончить вот эту компенсацию до завершения 144 часов этой недели рабочей. Мы начали работать в понедельник в 8 утра. Легко считать, значит, в воскресенье в 8 утра мы должны встать на 45-ку. Правильно? Правильно. Но до воскресенья 8 утра мы должны отстоять компенсацию. Вот эти 20 часов. Давайте 8 минус 20. Получится сколько? 8 и 12. Да? 12 дня. 12 дня в субботу мы должны встать на компенсацию. Но до компенсации 12 часов дня субботы мы должны еще отстоять суточную паузу. Пусть она будет 11-часовая. После 9-ки закончились на ту неделю, 11-часовая. Значит, в субботу в час ночи мы должны встать на суточную компенсацию одну, компенсацию вторую. И тогда только начинается 45-ка. Давайте с вами рассмотрим другой пример и немножко по-другому высчитаем. Например, первую 24-ку вы оставили ровно 24 часа. Вторую 24-ку вы оставили тоже ровно 24 часа. У вас получается, первой не хватает 21 час, вторая не хватает тоже 21 час. В итоге 42 часа. На неделе вы работали так, что у вас возможно 9-ка, когда вы хотите остановиться. 9-часовая пауза. 42 плюс 9 получается 51. Теперь от 144 часов положенной, разрешенной рабочей недели мы отнимаем 51. Получается 93 часа. То есть после начала рабочей недели через 93 часа мы должны встать на суточную, сокращенную в данном случае, первую компенсацию и вторую компенсацию. И только потом начнется 45-ка. По-моему, все просто. Можно считать, как я сейчас привел пример, а можно считать, как я раньше говорил. Как вам удобнее. Давайте теперь немножко по-другому посчитаем. Другой пример приведу. Первая сокращенная у вас была 24 часа еженедельная. Следующая сокращенная еженедельная тоже 24 часа. И у вас есть возможность отстоять суточную, тоже сокращенную, 9 часов. Значит, после первой у вас вы не достояли 21 час, после второй тоже 21 час, это получается 42 часа.
И плюс девяточка. Получается 51 час. Правильно? Правильно. Мы знаем, что рабочая неделя 144 часа. После 144 часов мы обязаны встать на 45-ку. Вот от 144 часов нам нужно отнять 51. Это получится сколько у нас? 44 и минус 7. Получается 93 часа. То есть через 93 часа после начала рабочей недели мы должны встать на сокращенную суточную, потому что мы имеем ее, на первую компенсацию 21 час, на вторую компенсацию 21 час, и потом начать 45-ку. Напомню, все это должно быть одним куском. Я думаю, что это понятно. Просто как вам удобнее читать, вы сами считаете. Но надо понимать, да, что неделя 144-часовая, мы можем от него отнять вот эту вот всю компенсацию плюс суточную, либо уже в обратном порядке, как я до этого говорил. Также может такой возникнуть вопрос, нюанс, потому что есть водители, которые машину оставляют, едут на базу на бусе. Что в этом случае нужно делать? А в этом случае очень все просто. Нужно еще учитывать ко всем этим компенсациям суточным еще время поездки на бусе. То есть, например, вам до базы 3 часа. Значит, если вы должны были начать через 93 часа отдых, то надо еще учитывать эти 3 часа. То есть через 90 часов. То есть при ручном вводе вам следует это помнить, что вы должны были начать паузу не через 93 часа, а через 90 часов. Ну, для закрепления давайте рассмотрим вариант, чтобы было легче считать. У вас была 45-ка, потом вы встали на паузу после еженедельную, да, и отстояли всего 40 часов. 5 часов у вас долго. Следующую неделю вы отстояли 35 часов. 10 часов долго. В сумме получается 15 часов вы не достояли за 2 недели. Вы возвращаетесь в страну, либо на базу, и у вас есть возможность использовать сокращенную суточную, то есть девяточку. Ну, не использовали вы за эту неделю все пятнашки. До 15 плюс 9 получается 24 часа. Ровно сутки. Работу вы начали в 8 утра в понедельник. Если все нормально, в воскресенье в 8 утра вы должны встать на 45-ку. Да, и вы должны встать на 45-ку. В воскресенье в 8 утра. Но до этого вы должны сделать компенсацию. Значит, у нас компенсация плюс суточный 24 часа. Значит, не воскресенье 8 утра, не позднее воскресенье 8 утра, а не позднее субботы 8 утра вы должны встать на суточную компенсацию 45-ку. Напомню, все это в одном куске. Не в воскресенье, а в субботу в 8 утра. Первый вариант подсчета. Второй вариант подсчета. 144 минус 24 получается 120. Ровно 5 суток. Считаем. Понедельник в 8 утра вы начали, значит, вторник в 8 утра, один день, среда в 8 утра, второй день, четверг в 8 утра, третий день, пятница в 8 утра, четвертый день, суббота в 8 утра, шестой день. В итоге в субботу в 8 утра, не позднее суббота в 8 утра, вы должны встать на суточную компенсацию и потом только начать 45-ку, которая должна начаться не позднее воскресенья 8 утра. Все просто. Я надеюсь, я понятно разъяснил, я не стал рисовать здесь графики, показывать, просто надо учитывать такие цифры, как 144, минус обе компенсации, минус возможность суточной. И при некоторых условиях еще минус поездка на базу на бусе. По-моему, все просто. Отнимаем либо от 144 часов находим, либо считаем в обратном порядке от времени начала рабочей недели. Вот то, что я хотел вообще, ребята, вам сказать. Все очень просто. Все достаточно легко. Нужно понимать, что соблюдение режима труда и отдыха — это ваша безопасность, ваши деньги, ваше здоровье.
и ваше удовлетворение от работы. Берегите себя, уважайте себя. Если я понимаю, что бывают разные случаи, компании, у вас с работой тяжело, компания требует, но, знаете, ну, надо уважать себя, надо беречь себя. И от каждого из нас, когда мы не идем на попятную компании, а стоим на своем, зависит общее положение вещей в нашей сфере. Потому что чем больше нас будет уважать режим труда и отдыха, требовать от работодателя соблюдения режима труда и отдыха, тем больше будет и всем другим. Но на этом я хочу завершить свой маленький выпуск. Как обычно, ребята, берегите себя, своих родных и близких. Все будет чики-пуки. Пока.